ЛК. Как вписать ню в среду? Пейзаж, интерьер. Для того, чтобы писать ню или портрет, или фигуру в среду, нужно первая идея писать в среде и писать то, что ты видишь, то и писать. И сравнивая отношения пятен, по пятну мыслить. Все, вы делаете эту мозаику. Если такой возможности нет, вы пишете ню отдельно, а пейзаж отдельно, то нужно, значит, научиться писать пейзаж. Много часов, унитаза часов провести, стула часов, или просто стоя, провести на пленэре, вживую, насравниваться, чтобы глаз воспитать на тонких отношениях тональных и цветовых. Ну и если в интерьере вы пишете, опять нет возможности в красивом интерьере вписать ню, что лучше делать сразу, конечно. То есть ню в интерьере нужно и располагать. Ну нет, допустим, возможности. Интерьер отдельно, ню отдельно. То есть нужно писать интерьеры. На первом курсе Строгановки у нас был интерьер, задание, то есть рисунок со всеми перспективами, лестницами. Довольно сложно разобраться в построении, но без этого никуда. Кстати, 28-й урок у меня в школе посвящен перспективе, причем урок такой, что вы берете бумагу, карандаш и рисуете вместе со мной. Друзья, я записал очень важный урок, 28-й, перспектива в пейзаже. Чем он интересен? Тем, что вы берете карандаш и вместе со мной рисуете на примерах простые, сложные, перспективные построения, структуру пейзажа. Задача моя очень простая. В этом уроке на 1:40 примеров разных структурных перспективных ситуаций. Их просто нужно порисовать, отработать, чтобы быть как рыба в воде в самых сложных перспективных структурах. Логика. Если понятна логика, я уверен, что порисовав один раз вместе со мной вот все эти изменяющиеся улочки, какие-то кривые лестницы и так далее, один раз будет достаточно, чтобы потом несколькими взмахами кисти наметить эту структуру и писать красками. Просто вы пропитаетесь этой перспективой, не будет никаких проблем с ней. И вы, конечно, понимаете, если художник не видит перспективу или плавает в ней, то какой бы живопись ни была качественной, эти ошибки, на них просто невозможно на такие работы смотреть. Это нужно поправить, сделать это раз и навсегда. Заходите в школу либо по этой ссылке, либо под каждым уроком развернуть меню, и она там есть. Если вы уже наблатыкались, глаз уже навоспитался писать пейзажи, натюрморты и интерьеры, то проблем не будет. Вы просто настолько уже опытны, что можете сочинять эти отношения, даже глядя на фото, вы можете написать любую композицию. Помните просто об одном, что не нужно все слепо копировать, переписывать каждый угол, каждую, тенюшечку, а вот тут как раз интуитивно, избирательно, исходя из композиционного настроя, решения, которое в голове есть, в сторону упрощения лучше. Вы придумываете и пишете то, что приходит, композиционное решение, которое приходит в голове, вы накладываете одно на другое, то есть ню совмещаете с интерьером, например. Не будет лишним понаделать несколько небольших нашлепков, этюдов на вот как раз на эти решения. Не нужно там переписывать все, выписывать реснички и светотенюшечки. Вот по пятну все разложите. Если это интерьер, совместить это в маленьких эскизах. Это будет очень подспорьем большим. Аша Беленард. Значит, надо рисовать не натуру, а впечатление. Я за то, что всегда нужно писать, если речь идет о живописи, писать впечатление, потому что нет никакого смысла все тупо копировать и переносить на холст. Ой, как я умею все это срисовать. Впечатление, на мой взгляд, когда художник пишет впечатление, это намного ценнее, потому что его внутренний мир может быть настолько интересен простого фотографирования, простой точности видения, что не использовать это прямо грех. Антон Соин
Зачем делать межслойную обработку и как понять, когда ее делать? Пишу достаточно тонко. Если нужно добавить какие-то детали, дожидаясь высыхания, обрабатываю пененом и уплотненным льняным маслом. Это правильный подход? Да, конечно, правильный. Ну, я говорил о том, что если холст долго стоит, то хорошо его там чесночком протереть. Вот, либо ретушным лаком покрыть, если нет, на худой конец, ну, я не знаю, пихтовым, например, или какой подходит для этого. Ну, не паркетным, конечно. Лучше все-таки в художественных магазинах покупать лак. Сергей Мизичко. Что такое разбел? Я бы вот все-таки этот вопрос больше переформатировал в сторону того, что такое тональное отношение. Потому что если человек мыслит тональными отношениями, пятнами, большими массами, игнорируя детали, то разбел просто не выскочит никуда. Вы видите, что самое светлое там какой-то вот кусочек, да? Все остальное, если вы делаете таким же, как это, вот попадаете, или даже вот делаете другой кусок, он какой-то, допустим, светленький, да? Там да, какой-то. И какой-то кусок в этом вот мазке попадает туда. Не выстроенные тональные отношения. Вот их нужно выстраивать. И разбела не будет. Даже об этом и думать не надо. Что он такое, не что. Мышление пятнами и тональными связями все обеспечит. Всю красоту живописи. Луна Томас. Работы великолепные, но голая ради голого бессмысленно. Голые тела Микеланджело совершали великие деяния или были ввергнуты в пучину великих свершений, где их крутило, словно щепку со всех сторон. Давид, например. Это действие человеческого тела. А нынешнее голое ради голого. Конечно, мы всегда будем с интересом смотреть на голое тело, биология заставит. Но, увы, это измельчание. Хотя Короленко, там хорошие слова, его цвета волшебные. Короленко, вы создайте большое полотно. Если кто и сможет, то только вы. Спасибо большое, Луна Томас. Большое полотно. Я думал, вот Фешин написал там 4 больших полотна, может быть 5, да. И я все, когда учился, почему так мало? Где большие полотна? Почему? Что только Илья Сергеевич Глазунов, что ли, вот это огромнейшее в 3 дома полотно, да, только он, что ли, может? А зачем большие полотна? Позвольте вас спросить, Луна Томас. Луна на небе маленькая, а значение ее велико. Приливы, отливы есть. Куда мне их помещать, эти большие полотна? Это надо специально больше денег зарабатывать, чтобы большое, не знаю, ателье построить, чтобы, по крайней мере, там помещалось. А дальше-то куда? Какая-то женщина, ей так понравилась картина, что она купила ее и для нее специально построила дом. Дачу специально. Большая же. Нет, есть у меня какие-то задумки, которые требуют все-таки формата, по крайней мере, там, 2-метрового. Я буду работать над этим. А так в основном ограничивается 1,20 м примерно величина. И хватит. Так, голое ради голого. А что плохого в голом? Мне нравится. Красота человека настолько велика, и тело — это только некий вход в некое измерение, где размышление о телесности исчезает. Но все-таки через глаза, например, можно передать душу. А глаза отдельно не нарисуешь, они принадлежат черепу, скелету с кожей. И дальше тоже не будет лишним. Хотя, друзья, скажите, пожалуйста, если вы скажете, что не надо мне писать голое ради голого, все, не буду. Светлана БТ. Будет ли у вас курс по рисунку? У нас не берут у нас преподавать рисунок тем, кому за. Обучают только школьников для поступления в вузы. Что посоветуете? Если речь идет о каких-то простых формах,
уже не раз я слышу этот вопрос, то раз есть запрос, значит буду делать. Но посмотрите, у меня же есть курс по рисунку головы человека, и там все из простых форм состоит. Нос, ну что тут? Эта площадка, эта площадка, эта площадка, это глаз, шар, да, со всякими штуками. Может быть, вам губы, ухо, это сложная форма, но она состоит из простых кусочков. Так что, может быть, вам этот курс рассмотреть заодно, и потом соберете вместе все эти детали и научитесь рисовать портрет. Это мощно. Юзер G. Ни в какие союзы я уже не верю. Так получилось, что остался я наедине со своими картинами. Наедине. Причин куча, в основном объективных. Так бывает. Результат. Вот я, и вот мои картинки. Вот и весь союз. Как с этим быть? Не рисовать не могу, а нарисованное никому не надо. И я не про деньги. Ну так не надо и не надо. Ну и что? Вам же надо. Вы же не можете не рисовать. Так рисуйте просто для вечности. В тот момент, когда вы делаете, рисуете, вы изменяетесь. Вы становитесь другим. Ну, в таком более расширенном состоянии, что ли, в потоке любви, если хотите, к искусству, к жизни. Разве этого мало? Ну и потом, в конце концов, если нужна обратная связь, всегда нужна. Выкладывайте работу в интернет, на разных площадках, в разных группах, в соцсетях, показывайте, рассказывайте. Делитесь своим чувством. И это просто будет обратная связь, и будет обмен энергиями, и все будет хорошо. Выставка в Нижнем Новгороде, моя персональная, продлена до 15 декабря. Если есть возможность, приезжайте, осталось немного до завершения выставки. Не забывайте про лайки, друзья. Народу много смотрит, но лайков, я не знаю, 1%, ну 5%. Ну что это такое? Для чего я работаю? Делитесь с друзьями видео, если они вам нравятся. И предлагаю вам посмотреть еще кино, называется «Зачем писать этюды?». Актуально. Ну пока.